самого детства, как и многие из вас, я был огромным фанатом BMW. 39-й кузов, прекрасно сбалансированный М3 Е46, ну и, конечно, бешеный М5 Е60. Да даже простые BMW, серийные версии, они всегда славились прекрасной динамикой, управляемостью. За рулем море положительных эмоций. Mercedes всегда брали за роскошь и комфорт. Audi была практичной, а BMW – автомобиль для водителя. Но времена меняются. Сейчас BMW гордится своей неедущей понтовозкой гибридным i8, а также квадратным неоновым городским i3. Автомобили от BMW стали тяжелыми и неповоротливыми. Даже их последний драйверский автомобиль BMW M2, по сути, это лишь тень его предшественника 1M. Создается впечатление, что компанией BMW сейчас управляют маркетологи, а не инженеры и тест-пилоты, как было раньше. Новая пятерка не стала исключением. Ее напичкали разнообразными опциями, которые, по сути, никак не влияют на ощущение от вождения. Вот это никому не нужно управление жестами. Взялась дополнительная энергия, необходимая для работы мозга. Ты либо чувствуешь себя каким-то Гарри Поттером, либо ты мастер карате. И то и работает вам. О, сработало, видите? Работает все через одно место. Этот опциональный здоровый ключ размером с кирпич, с помощью которого можно припарковать свою машину. Да кому это нужно? Это общая болезнь немцев, что везде втыкаются сенсоры. Постоянно нужно отвлекаться от дороги. Нет тактильных ощущений. BMW пошли на поводу конкурентов и добавили аналогичные опции. Разные ароматы в салон, а также подсветку с разнообразным освещением, которая превратит ваш автомобиль в ночной клуб. Слава богу, есть ручка. Не за это полюбили мы BMW. Вовсе не за это. Новая BMW M5 не стала исключением. Все та же самая архитектура салона, которая не меняется уже лет 20. Салон, конечно, качественный, но он и близко не дотягивается до уровня нового E-класса. И вот это, посмотрите, это абсолютно новый автомобиль. Зато что сделали в BMW? Вместо кнопки запуска мотора M&M's. Фирменный рычаг коробки переключения передач от M-серии заменили то ли на джойстик от компьютера, то ли на какой-то орган трансформера. Я не буду уточнять какой. А этот новый руль у 5-й серии. Он выглядит очень дешево. От теста новой BMW M5 я ожидал лишь негативные эмоции и дальнейшее разочарование в бренде. Как же я ошибался. Это просто пушка! Фу. Так, ну обо всем по порядку. М5 в прошлом кузове F10 кажется очень тяжелым автомобилем. Подвеска и руль настроены так, что автомобиль очень сильно кренится. Более того, руль очень тяжелый, но при этом информации сквозь него проходит очень мало. В этой же М-ке все наоборот. Подвеска на новой М-ке — это просто срыв башни. Поперечных кренов практически нет. Их можно прощупать только в затяжных поворотах, либо при очень резких перестроениях. В городе ее запаса хватает сполна. Есть лишь небольшие продольные крены, но это понятно, автомобиль весит 2 тонны. Руль у новой М-ки легкий, но при этом он очень точный. Чувствуешь дорогу? Замечательно. Нету никаких около нулевых дырок. Любой поворот руля, любой градус чувствуется сразу. Ощущения восхитительные. В подразделении М также доработали выхлоп. В прошлом кузове F10 звук был ужасен. Здесь звук поприятнее. Конечно, это не эталон, но мне очень нравится. Внутри есть басистый рык. Ну а снаружи послушайте сами.
автомобиль в спортивных режимах настроен так, ты постоянно хочешь хулиганить. При этом М5 вселяет в вас уверенность. С первой минуты, как вы садитесь за руль, чувствуете габарит автомобиля, то, как он себя поведет. В общем, 5 с плюсом. Или нет? Как ни странно, у меня есть замечания. И эти замечания, кто бы мог подумать, к двигателю и коробке передач. Прошлые версии этого двигателя все знают, они не отличались особой надежностью. Будем надеяться, что эта версия не разочарует нас. Но это второстепенно. Что важнее? Автомобиль очень быстрый. Я замерил его на рейс-лоджике с 0 до 100 3,4, со 100 до 200 7 секунд ровно. И это автомобиль, который еще не прошел даже первое ТО. Пробег меньше 1000 километров. Восьмиступенчатая коробка ZF щелкает передачами молниеносно, очень быстро для тяжелого семейного седана. Но дело не в цифрах и скорости. Смотрите, реакция на педаль газа мгновенная. Но вот при этом ускоряться я начинаю на полную, секунды через полторы. Такое ощущение, как будто бы раздуваются турбины, а такого быть не может. Я газую с 5000 оборотов. Другое объяснение, что здесь колдует коробка. Мне тоже так не кажется, ощущения не похожие. Следовательно, есть два варианта. Либо автомобиль действительно настроен так странно, либо это какой-то специальный обкаточный режим. В любом случае, за вот это затянутое ускорение BMW вам не от. Но не подумайте, что это какой-то грандиозный недостаток, который портит все впечатление от автомобиля. Машина изумительная. И есть еще одна деталь, которая привносит море положительных эмоций. Это новый полный привод. Да, вы не ослышались. Все боялись, что с полным приводом новая М5 станет еще более тяжелой, еще более скучной и еще более пресной. Но все наоборот. Полный привод стал лишь изюминкой этого автомобиля. Дело в том, что автомобиль все равно ощущается по большей части заднеприводным. И он настроен так, что в основном вы ощущаете нейтральную поворачиваемость. Даже если начинает выносить нос наружу, немного газа, бум, и у вас избыточная поворачиваемость. Замечательно. У автомобиля есть еще две настройки привода. Это полный привод спорт, когда автомобиль позволяет вам выкинуть зад автомобиля, но при этом полный привод подхватывает, и вы можете не бояться за свою жизнь. Ну и второй вариант. Вы можете вообще отключить передний привод, но это можно сделать только с выключенными системами стабилизации. И тут начинается реальный апогей BMW головного мозга. При этом это не какой-то неконтролируемый сумасшедший дрифт или пауэрслайдинг. За счет длинной базы, за счет прекрасно настроенной подвески, снос задней оси предсказуем, и угол его можно дозировать. Новая BMW M5, несмотря на полный привод, как и все лучшие представители М-серии, это прекрасный аппарат для уничтожения задней резины, для дрифта, для бёрнаутов, море положительных эмоций. Благодаря прекрасной настройке и М-дифференциалу на новой М5 боком может ездить каждый маломальски опытный водитель. Возможность сумасшедшей, но при этом управляемой езды не отменяет и другого факта. Новая пятерка, а точнее М5, очень комфортная. Подвеска замечательно отрабатывает любые неровности, проглатывает все ямы, и здесь вас не трясет, как в каком-то спорткаре. Это действительно семейный комфортный седан. Есть один спорный момент – это внешность автомобиля. Конечно, это субъективно, но мне кажется, новой М-ки, несмотря на всю ее агрессивность снаружи, не хватает отличительных черт от обычных пятых серий. Конечно, семейный седан в такой версии, он должен быть волком в овечьей шкуре. Но я хотел бы увидеть больше отличий, чем куча налепленных значков М по всему автомобилю. Подведем итоги. Получается, BMW с их новой М5 создали настоящего доктора Джекила и мистера Хайда. Вы можете ехать в этом автомобиле спокойно. Здесь прекрасная шумоизоляция. Подвеска действительно проглатывает все неровности. Вы не устаете от автомобиля. Но в то же время у вас всегда есть кнопочка М. Нажмите на нее, и ваш автомобиль превратится в зверя. При
При этом этот зверь, он управляемый, он слушается вас. Здесь нет ощущения того, что автомобиль вот-вот вырвется из-под контроля. Все это в том числе благодаря новому полному приводу. И это не тот полный привод, который портит автомобиль. Наоборот, он его дополняет. Тем более, если что, настройки можно сделать спортивными, либо вовсе отключить переднюю ось. Как я уже и говорил в начале теста, я думал, я буду разочарован. В итоге, наоборот, автомобиль замечательный. Да, конечно, есть некоторые недостатки, но это не важно, потому что самое главное, дух старой М-модели, здесь он присутствует в полной мере. Получается, что все финтифлюйки, о которых я рассказывал в начале, они наоборот, даже дополняют и украшают автомобиль. Ведь самое главное, удовольствие от вождения, оно здесь присутствует, его здесь навалом. Ну, так что давайте навалим. Наверняка вы задаетесь вопросом, а где же Е63С? Какая из машин лучше? Не переживайте, совсем скоро мы выпустим отдельный сравнительный обзор с двумя автомобилями. И там мы разберемся, какой из немецких монстров лучше. За предоставленный автомобиль огромное спасибо дилеру BMW Avalon Белая Дача. С вами был Артемий Ем, Drag Times Test Drive. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся на сравнительном тесте М5 против Е63С. Ну а мне пора отдавать эту красотку.